Есть NFC-модуль, но пока для оплаты им пользоваться нельзя. Другая форма стекла, новый материал корпуса, больше спортивных функций, подсчет стресса, уровни кислорода, плавная анимация, 50 часов в режиме отслеживания GPS, которая, конечно же, на борту, яркость отличная, язык даже в китайской версии английский, смайлы часы выводят, программа полностью на русском языке, eSIM не поддерживается, безумное количество циферблатов и автоматическое отслеживание тренировки. Плюс 13 января начнут продавать глобалку уже в России. Поддержка 117 видов активности на сегодняшний день, прямо глаза разбегаются. Вроде фитнес-трекер, вроде спортивные часы. Tube 730, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Еженедельно провожу стримы с ответами на вопросы, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на канале для стримов. А сегодня я расскажу вам об умных часах Xiaomi Mi Color Watch Spot. К слову, супер подробный обзор на Mi Color Watch уже был на моем канале, но подписчики просили купить версию Sport и рассказать про них. Тем более при желании даже китайскую версию уже можно русифицировать. А цвета и материалы в ней намного интереснее. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть мой прошлый обзор на Mi Watch Color. Притом особенно в меню ничего не поменялось. А сейчас, пока вы наслаждаетесь распаковкой и меню, расскажу вам о их новой версии. Упаковка просто понравилась. Красочная, интересная. С Алиэкспресса они до меня дошли за месяц. Mi Watch Color Sport — это легкие часы с AMOLED-экраном размером 1,39 дюйма. Как вы видите, они круглые. Разрешение 454 на 454 точки на дюйм с поддержкой функции Always On Display, которая, правда, поедает аккумулятор 7-мильными шагами. С силиконовым ремешком, и мне он не особо понравился, поддержкой измерения уровня кислорода в крови, только в ручном режиме, автоматического режима пока нет. Суточным мониторингом пульса, в автоматическом режиме в том числе, NFC, правда пока не работающим в России, защита от воды с глубиной погружения до 5 атмосфер и цифровым компасом. Always On Display сделан грамотно. Циферблат в этом режиме периодически, примерно раз в минуту, сдвигается на несколько миллиметров, дабы избежать выгорания пикселей. Весят часы всего 32 грамма. Корпус часов выполнен из армированного полиамида. А вот он мне понравился, даже магнитиком проверял, не магнитятся. Часы имеют также датчик освещенности, работает он не очень плохо, понятно, что это все дело для автояркости. Есть модуль GPS Galileo, поддержка большого количества активностей, включая конный спорт, работу на тренажерах в спортзале, целых 14 активностей на воде, включая каякинг и водное поло. Бесценные функции, особенно для меня. Даже не знаю, что это такое. В общем, часы стараются оправдать приставку спорт. Кстати, для активации этих активностей Xiaomi выделила отдельную кнопку, нажатие на которую может вызывать только что-то из физических активностей. Она, как вы понимаете, не программируется. Часы могут автоматически отслеживать вашу активность, и если вы двигаетесь более 10 минут, они автоматически включат фиксацию происходящего, по их мнению, вида физической нагрузки. Есть напоминалка о необходимости проявлять физическую активность, как и в любом браслете, устанавливаемая по желанию в определенные промежутки времени и отключаемая, что делает большинство. Зарядка часов длится здесь порядка 2 часов, в зависимости от типа используемого зарядного устройства. Зарядная, кстати, магнитится к нижней части часов, и зарядка здесь другая, в отличие от первой версии. И несмотря на мои опасения, подключить два контакта не той стороной не получилось. Полюса магнита, встроенного в площадку зарядного устройства, не дадут вам присоединить зарядку неправильными контактами. Встроенный аккумулятор имеет емкость 420 мАч. Если не активировать GPS, то производитель обещает до 16 суток работы. Реальные показатели живучести, как вы понимаете, значительно меньше. Так, за 4 часа бездействия дома и поиска телефона по Bluetooth, я забыл часы дома, когда ушел на работу, они скушали 2% заряда. Bluetooth в них 5-й версии, Low Energy, что вроде бы означает энергоэффективный. Но 2% за 4 часа не особо выглядит энергоэффективным, согласитесь. В китайской версии с Алиэкспресса русский язык вы сможете увидеть лишь во входящих уведомлениях. И еще, несмотря ни на что, пункт меню User Guide штатного приложения Xiaomi Wear, которое уже можно скачать с Play Market, называется по-английски. Притом он содержит полноценное описание функций часов, внимания, на русском языке. Если вы при первоначальной регистрации будете указывать регион Россия, то часов в списке поддерживаемых устройств вы пока не увидите. У меня китайская версия, понятно, что с появлением глобалки все изменится, но пока только так. Выбрав регион Китая, вы сможете обнаружить часы и продолжить их настройку на смартфоне. Always On Display у часов пока на выбор только 6, что мало, но терпимо. В приложении десятки видов экранов часов, вы их уже заметили. Нормальной поддержки NFC с оплатой в РФ нет и скорее всего не будет, потому что даже в рекламе глобалки я ее не
не видел. Надеюсь, я ошибаюсь. Вроде бы модуль есть, но воспользоваться им никак, не прошивая кастом, который еще добыть надо. Можно подписаться на телеграм-канал определенного человека, занимающегося борьбой с подделкой китайских программистов, но я считаю, что это слегка опасно. Есть Alipay, но в России он не работает. Есть поддержка карт доступа, но лишь поддержка незашифрованного канала на 13,56 МГц. И официально не поддерживаются карты доступа, используемые для поездок или оплаты, а также не поддерживаются банковские карты с функцией контроля доступа. Есть датчик кислорода, но верить ему я бы не стал. Показания лично у меня очень сильно скачут, даже хуже, чем на браслетах. Надеюсь, они обновят прошивку и все изменится. Есть микрофон, но использовать его никак, если вы не знаете китайский. Благодаря встроенному помощнику Mi Ai сможете с ними общаться, но по-китайски. Есть куча видов активности, разумеется, нельзя устанавливать программы и нельзя скачивать в часы музыку. Динамика в них тоже нет, нельзя подключать внешние датчики, например, нагрудный датчик пульса. Есть приложение Компас, но куда его применить одному хозяину Alibaba Group известно. Вроде бы ремешок сделали для занятий спортом, но он тянется как резинка, и оттягивая его, чтобы достать язычок, получается лишь сильнее вытянуть ремешок на руке. Не понравился он мне. Ремешок, кстати, шириной 22 мм и сделан быстросъемным. Есть отображение давления при помощи встроенного барометра, но переводить гетропаскали в миллиметры ртутного столба будьте любезны сами, или с помощью онлайн-калькуляторов, что не особо удобно. Часы могут измерять какую-то энергию, стресс, показывать курс акций, видимо, это все должно относиться к одному направлению мыслей. А какими именно алгоритмами пользовались разработчики ПО для часов, неизвестно. Мне кажется, побыстрее продать. Вроде бы считают фазы сна, но по каким понятиям они считают, что сон в течение 4 часов с фазой глубокого сна в 48 минут хороший, непонятно. Ряд покупателей данных часов называют их не иначе, как раздутым Mi Band 5. Но магия в том, что их покупали, покупают и будут покупать. От того, что они красивые, от того, что они Xiaomi. Относительно обычных Kala в версии Sport стал на 20% точнее пульсометр. Я заметил, что намного точнее шагомер. Короткий сон все так же не отслеживается. Появился пульсоксиметр. Изменилась форма экрана в лучшую сторону, и часы стало заметно комфортнее носить из-за материалов. Цена по ссылке в описании к видео сейчас в районе $109 с бесплатной доставкой. На распродаже с купонами из моего телеграм-канала по ссылке в прикрепленном комментарии с 4 января они будут по $99. И не забывайте про кэшбэки, так еще дешевле получается. И там еще вроде бы будет плюшка доставка за счет AliExpress. Не знаю, как это будет в реальности работать, но я надеюсь свою тьму таракань заказать довольно много негабаритного товара, стоимость доставки которого раньше была космос. Так что ждем начала сейла. Завтра на стриме в 23:00 расскажу подробнее об этой акции. Стрим сохраню. Завтра, кстати, Новый год. Сегодня стрим с розыгрышем 30 числа будет на канале для стримов. Новогодний стрим будет с основного канала. Резюмирую, кому эти часы зашли, они и без моего обзора их купили или купят. Мне анимация понравилась. Русский в меню программы телефона дело удобное. Внешний вид топ. Купил бы я их или нет? Наверное, я бы взял одни из часов от Huawei, обзор на которые вы можете увидеть по ссылке в правом верхнем углу. Их там было 3 штуки, и все 3 лучше, чем эти. Притом не намного дороже. И да, я их тоже критиковал, как и любые товары. Но все познается в сравнении. Вы ведь именно для этого смотрите обзоры, чтобы потом делать свои выводы и слушать чужие выводы. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.